Есть опасность, будем говорить мягко, что вот этот предмет из предмета, который изначально вводился для того, чтобы консолидировать общество, для того, чтобы развивать толерантность, для того, чтобы дети знали и понимали вот страну, многоконфессиональную страну, мы получаем вот такое вот разъединение страны. Объясню, что я имею в виду. Это факты, о которых уже пресса писала. Это и то, что в Грозном предмет будут преподавать имамы, которые введены в состав общеобразовательных учреждений на должности завучей, что, в принципе, при подготовке эксперимента как раз наоборот предполагалось, что будут вести люди, не связанные административно с религиями. Это то, что во многих областях выбора у детей практически нет. Либо это светская, либо, если это области, где в основном русскоязычное, русское население, православная культура. Вот у меня есть переданное письмо от родителей Московской области, где уже заявление, где типографским образом написано, что выбирает модуль «Основа православной культуры». То есть не выбор есть, а уже заложено, что вот будут изучать все основы православной культуры. Тоже понятно почему, потому что педагогов, преподавателей достаточных для того, чтобы преподавать все 6 модулей на достаточном уровне, нет. Все эти проблемы уже ставились, и они не новы. Сейчас просто речь идет о том, что все это расширено, экстраполировано на всю страну, и еще раз многие впервые, некоторые уже не впервые, с ними сталкиваются. Поэтому, что касается отношений, конечно, отношения будут разные, и никогда мы не добьемся того, чтобы никакой учебный предмет, в том числе этот вводимый, не поддерживал 100% населения, это всем понятно. В то же время есть объективные данные опросов по результатам эксперимента, они доступны. Это опросы делали общественные палаты, Академия Госслужбы еще до соединения их, слияния этих вузов, по которым от 80 до 90% участников по уже итогам состоявшегося преподавания работы выражали положительные отношения к результатам. Это факт. Вот это факт. Это что касается наших ожиданий, потому что, конечно, все новое, все непривычное, особенно если говорить о Москве, где эта практика была, мало развита, так скажем, то оно может вызывать вот такие сомнения и настороженность. То же самое касается о тех опасениях о разделении, которых вы озвучили, я для себя так это называю, потому что об этом спрашивают. И также эти опасения звучали в первые, в эксперименте, слава богу, не подтвердились, нигде таких противоречий на конфессиональной почве, на религиозной, на национальной. Эта практика, это преподавание не спровоцировало. И опять-таки свидетельства здесь не только наши, об этом все говорили участники эксперимента. Замминистра образования, выступая на родительских чтениях, тоже можно посмотреть это выступление, это озвучил и сказал, что мы не только не разделили школу, а сплотили. В том плане, что дети, педагоги лучше получили возможность узнавать те культуры, традиции, религии, которых придерживаются семьи, школьников и так далее. Я ощущаю только ту самую тревожность, только опять-таки умноженную в 3 раза, поскольку речь идет не о 20 регионах, которая, конечно, у людей присутствует, особенно в той части, когда это сталкивались впервые с этим, где в регионах практика преподавания православной культуры, других каких-то религиозных культур не развита была. Учителей мало недостаточно, как в Москве, мы знаем, например, вот эта ситуация. И это, конечно, не могло не повлиять и на трудности с обеспечением свободного выбора, и на проблемы учебно-методического обеспечения, здесь будет говорить, наверное, педагог, коллега тоже. То есть много проблем, те, которые несут ответственность, конечно, может быть и конфессии, но и система в своей части, и, может быть, в каком-то смысле и мы все, потому что те стереотипы и те
как бы по инерции, которую мы еще несем из советского прошлого в отношении к изучению религии, в отношении к религиозному образованию, они давлеют и мешают, может быть, где-то достигать большего успеха. Но я уверен, что как и в эксперименте, так и через год, если мы встретимся и обсудим результаты, скажем, по Москве, мы в целом получим тот же результат, что и в эксперименте. Положительное отношение большинства участников этого процесса. 21 субъект Российской Федерации, которые принимали участие в апробации, это были лучшие субъекты, которые намеренно выбирали для проведения апробации. Скажем, Республика Марий-Эл, так она сама просилась для участия в эксперименте и вошла там, уже через год, то есть по ходу самого эксперимента. А сейчас, конечно, ситуация другая, Игорь Витальевич прав в том плане, что это не подготовленные и выбранные регионы, это все регионы. Готовы, не готовы. Правда, министерство формулирует мягко. То есть оно говорит о введении, о преподавании в ОРКСЭ во всех субъектах по мере готовности образовательных учреждений. Но тем не менее понятно, что... Если дали старт, все побежали. Дали старт и все побежали. Хотя могут бежать не все, по крайней мере вот сейчас. И проблема заключается скорее это проблема некоторой психологической неготовности учителей к преподаванию. Их предмет совершенно новый. Методики еще разработаны крайне слабо. Курсы повышения квалификации, которые проводились и сейчас проводятся министерством, они все равно не охватывают того количества преподавателей. То есть готовят тьюторов. Москва готовит тьюторов. Тьютор едет в регион, и там на месте через институты повышения квалификации готовит, то есть он фактически передаточное звено вот в этой подготовке. То есть он и сам-то, в общем, не очень знает хорошо, ему еще надо готовить других к тому, что он сам не знает, так сказать, не вполне совершенно. И эта проблема действительно существует. И проблема достаточно острая. Более того, я скажу, даже в тех регионах, которые проводили апробацию, скажем, я был в Курске, регион участвовал в апробации. Открытый урок по основам православной культуры. Учитель, прошедший повышение квалификации, говорит детям, то есть в присутствии руководителей школы, других учителей, говорит детям: дети, если вы будете есть мясо в пост, то вы попадете в ад. Ну это вот как, понимаете, проблема, хотя с точки зрения традиции она права, да, несоблюдение поста, так сказать, это грех ведет к тяжелым последствиям, так сказать, с точки зрения содержания права, но педагог не учитывает детское восприятие. В результате вот такой неосторожности одна девочка из класса перестала есть мясо, то есть или вообще. Вообще, да. Сейчас, когда включаются фактически все учителя наши российские в этот уже не эксперимент, я вот все-таки не разделяю мнение Игоря Витальевича в том, что так будет все хорошо, хотя, так сказать, очень на это надеюсь. Вопрос в том, что, понимаете, Москва вообще очень сложный регион. Я буду говорить откровенно, здесь вот, скажем, сама идея духовно-нравственного воспитания воспринимается с большим трудом, чем в регионах. То есть это особый регион. И с точки зрения идеи воспитания, как бы возвращения воспитания в школу, тут есть особая специфика. Проблема есть, но она решаема. То есть это на педагогическом языке это означает, что 2 года мы проводили апробацию, не имея методики преподавания курса, не обеспечив учителя необходимыми учебными методиками для него. Для ребенка есть, для учителя не было. Это самое главное. Так вот эту проблему мы сейчас фактически уже закрываем. В следующем году, опять-таки по решению министерства, мы из этих дисков сделаем полноценные электронные учебники. Будет 6 электронных учебников по каждому из модулей ОРКСЭ, что тоже существенно повысит нам качество образовательного процесса. То есть я, когда говорю о сложности проблем, я говорю, что они есть, но это проблемы решаемые. И решаемые уже в этом учебном году. Ну что я могу сказать, здесь шла до сих пор речь, вот, значит, уважаемые коллеги говорили, в основном ориентируясь, в общем-то, на православный модуль, на христианский модуль, скажем так. Христианский модуль — это то, с чем так или иначе, в общем-то, каждый российский человек вырос, в той или иной степени знаком. Поверхностно, пускай плохо, но тем не менее какие-то есть всегда базовые вещи, которые люди знают. С иудаизмом я столкнулся с поразительной совершенно еще
тотальное незнание вообще ничего. Ну да. Идея индивидуального выбора, на мой взгляд, как мне кажется, опять я бы достаточно осторожен, на мой взгляд, она пока что демонстрирует свою нежизнеспособность. Опять же, может быть, мне это как бы как автору одного из учебников по этому модулю и не полагается говорить, но все-таки мне думается, что более, ну скажем, практическим, более на самом деле приемлемым была обсуждавшая еще до введения этого модуля мысль о том, что школьникам надо давать основы мировых религий, так чтобы они имели бы представление обо всех.